Чтобы дестабилизировать ситуацию в Донецке, киевские власти спешно начали формировать карательный батальон на базе подразделения конвойной службы внутренних войск. Войска ДНР нанесли упреждающий удар в ночь на 27 июня, взяв под контроль их базу, воинскую часть 3004. Рассказывает командир шахтерского батальона, замминистра угольной промышленности ДНР Константин Кузьмин. Значит, согласно нашей разведке было доведено, что находящаяся часть конвоирная была переведена в Нацгвардию, то есть из ВВ ее сделали Нацгвардия. Кстати, вот даже они плакаты показывают. Вот. Что эту часть приводят в боевую готовность для подавления жителей Донецка. Как ее приводили, мы в эти подробности решили не узнавать, мы просто решили, чтобы они перешли на сторону жителей Донецкой Народной Республики. Поэтому сперва выехали парламентеры где-то часов в 12, в 11 на переговоры с ними. Вот, переговоры дали сперва час подумать, потом еще раз встречались, час подумать. И где-то часа в 3, может около 4, значит, ответа мы от них, соглашения не получили. Мы начали первый предупреждающий штурм. Вот, то есть дать показать, что мы не намерены просто так отсюда уходить, и наши требования мы все-таки выполним, как говорится, до конца. Вот, они потом опять попросили время. Ну, то есть они тянули время, то ли ждали подмогу, то ли действительно они, как говорится, думали, разговаривали. Вот. При втором штурме мы уже приблизились более ближе к части, начали потихоньку выбивать. Опять же, мы старались выбивать так, чтобы не убить никого, то есть, как говорится, запугать. Потом все. Еще раз они попросили дать время на раздумья. Мы дали им часа 2-3. И где-то в 8:30, в 9:30 был штурм. Еще ночью, вечера уже получается в 21:30, где-то с 8:30 до 21:30. И уже ближе к 12 ночи мы все-таки перешли действительно в штурм. Но в штурм перешли так, чтобы, я еще раз повторяюсь, тут много жителей Донецка. Вот. Плюс те люди, которые, дети 18-19 лет с других областей, они ни в чем не виноваты. Их также ждут дома мама, папа, сестры, любимые девушки. Поэтому наша была задача штурмом взять эту часть, чтобы люди были живы. Были небольшие ранения, но в основном стояли, отбивались, конечно, это их не офицеры. Солдат сразу мы всех разоружили, офицеров разоружили. Тоже оружие мы закрыли в оружейке, сдали под опись они. Вот. Ну, это уже занимались, как говорится, наши старшины, наши ребята. Молодежь мы сразу предупредили, что никто вас не будет бить, никто не будет унижать, независимо от места прописки. Шахтерская дивизия была создана для того, чтобы, как говорится, дать отпор киевской хунте. И воюем мы против киевской хунты, против тех мародеров, которые пытаются осквернить нашу святую идею. Вот. Но мы не воюем с жителями Украины, я это повторял. То есть нам независимо, откуда человек, с какой части Украины, это тоже мирный житель, у которого семья есть, родина. Национализма здесь у нас нет. Поэтому ни одного солдата не ударили, задержали их, перевезли, и вчера, вы сами знаете, были отпущены все по домам. Я же 18 июня дал ультиматум киевской хунте для того, чтобы 24 часа на прекращение карательных действий, 48 на отвода украинских войск. Но наши слова шахтеров им были, как говорится, до одного места, поэтому мы, шахтеры, объединились. Тяжело, конечно, менять оружие на автоматы, но ничего страшного, поменяем. И первое, вот она наша, как говорится, выступление. Значит, 11 мая, вы понимаете, что происходит в Украине? Ведь в Украине к власти пришли те, кто пришли к власти вооруженным способом.
Пришли националисты. Возьмите, посмотрите их действия, их символику. И они ввели тот украинский народ, который изначально, почему Майдан был создан, ведь люди изначально пришли на тот же Майдан для того, чтобы потребовать свои какие-то требования. Ну, а эти, как их назвать, я их всех называю, твари, они же перевернули. Народ наш немножко тоже сбит информационным, как говорится, что народу говорят, и они думают, если, как говорится, Верховная Рада говорит, значит, это правильно. Вот. Ну и посмотрите действия этого Кличка, Тягнебока, Турчинова, Ляшко. Ведь они просто, как говорится, людские требования перевернули в военные действия. Вот. Они направили, как говорится, погибли люди и из Беркута, и жители Украины. И к власти пришли те, кто не ценит, что такое жизнь, не ценит свой украинский народ. Вот. Лучшего ведь с их приходом власти ничего у людей не поменялось. Пусть даже возьмем наш Юго-Восток, но давайте возьмем ту Западную Украину, центральную Украину, которая их поддерживала. Ведь посмотрите, в Евросоюз они не вступили. Они те же сделали условия, те же подписали договора, что и подписывал наш, как его забыл? Янукович. Не Янукович, а Азаров. Там определенные были шаги, которые должны были подписаться еще, как говорится, Азаровым. Пришел Яценюк, ведь он то же самое подписывал на тех же самых шагах. То есть улучшения или подписания какого-то договора не произошло. Теперь смотрите, что дальше. Россия давала газ 260 плюс 15 миллиардов. Они кричали, народ, как говорится, тысячи погибших. Ну и что, теперь они требуют у Москвы, чтобы опять Москва дала. Они кричали, что при таможенном союзе будет плохо всей Украине. Но Россия дала те условия, которые они сейчас требуют в России. То есть зачем? Надо положить людей, чтобы вернуться к тому вопросу, который Россия уже давала. И поэтому я считаю, если Россия отрезала газ, то и правильно сделала. Наша конечная цель – полная федерализация Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, объединение в Новороссию и уже там людям решать, как дальше мы будем жить. Опять все надо решать народу. То ли оставаться в Украине, что я глубоко сомневаюсь, то ли переходить, как говорится, на сторону России, проводить референдум, проводить опросы. То есть тут работы еще хватит. При захвате этой части, когда именно мы их разоружали, можно противников, офицеров, то есть они не противники наши, а на тот момент они были противниками. Офицеры этой части действительно, как говорится, можно руку им пожать за их мастерство, за их... Почему мы не стали? Было приятно воевать с такими людьми. То есть хорошо подготовленные, хорошо обученные. Вот. Просто может чуть хуже, чем мы. Может что-то их сдержало, опять же, те солдаты, которых я говорю. Задача командира не только удержать часть и дать отпор, но и так, чтобы ребята были живы. Вот командир, я считаю, выполнил свою задачу. Ну вот один из трофейных БТРов, вот, с которым мы... А если бы нам помогли, дали штук 10 таких бы, а не было только трофейных, и штуки 4 танка, наверное, мы бы уже до Киева дошли. И тогда дальше не надо, смести киевскую хунту, и тогда бы все поняли. Убрать то правительство, которое стоит, которое воюет со своим народом, пришло к власти военными действиями. И хотят народ заставить за счет силы войны жить мирно, этого не будет.